Здесь потом пойдет как бы такая платформа. Ну и вот ступеньки, которые я сегодня поставил. Вот потихоньку идем к завершению. То есть площадка, одним словом. Немножко нет того подготовленного камня, но приблизительно это вот будет так. Monos, cacha la posición. Вот я его примеряю, как бы, потому что здесь немножко надо будет почистить. Вот смотрю, чтобы как бы ложился хорошо. Если что, я его подбиваю, просто подбиваю, чтобы он хорошо сидел. Вот, приблизительно он как бы сидит так, как мне нужно. Вот. Ну и потом сейчас я сюда как бы найду. Может служить какой-либо камушек мелкий. Вот этот сейчас отбить и поставить. Вот, я его отбил. Теперь я постараюсь ставить. Вот он, как раз нормально. Очень важно, чтобы был как бы зазор 1 сантиметр, ну, на 1 палец, 1-2 сантиметра. Ну, то есть даже если 2 пальца входит, это нормальный зазор. Потом раствором забутовываем и чистим. При этом я потом покажу, как это выглядит. Вот. Ну вот так делается закладка площадки, то есть с камня, именно с камня, дикого камня. Ну, вот этот, наверное, сюда подойдет. Вот. А может какой-нибудь другой. Я посмотрю, что у меня есть. Я постараюсь здесь немножко убрать, потому что забутовку сделали, то есть с мелких камней, но очень много. Ну вот окончен день. Хочу показать, что получилось из того, что я делал сегодня. Как бы природний камень. Вот залаживал. Сейчас мы немножко посмотрим. Здесь еще не забутовано. Приблизительно это будет вот так. Но нужно еще чистить. Сейчас я покажу процесс чистки камня. Стараюсь сейчас поставить. Вон там мы будем сейчас чистить. Таким образом, скажем, я вычищаю каждый камушек. Скажем, ниже камня где-то 1 сантиметр. Я вычищаю. Я постараюсь потом показать, как оно на самом деле получается. Ну вот, как бы утираю и потом вычищаю. И вот такой щеткой металлической я хорошо вычищаю это все. Конечно, то, что я сейчас делаю, это еще рановато, но время поджимает, нужно уже уходить. Буквально полчасика осталось, и я, можно сказать, на свежую еще рановато. Я, конечно, постараюсь завтра дочистить, но сегодня как бы показать. Потом же его можно мелким песочком
заштукатурить аккуратненько, чтобы было. Ну, это на любителя. Вот. Мне так больше нравится вот так, как бы. Ну, нужно правильно немножко вот почистить хорошо камень. Вот, тогда нет никаких проблем. Очень красиво смотрится. Вот. Хотя, конечно, на любителя. Еще не высохла и немножко рановато. Надо немножко обождать, чтобы все очищалось и хорошо. Зимой я вообще на следующий день все делаю. Оно тогда подсыхает и очень удобно. Не вываливается, если есть какие-то камушки маленькие. Они потом не расшатываются. Оно уже подсыхает и легко. Летом, конечно, сохнет быстро. Потому что очень жарко, сухо. Зимой достаточно сырости. Причем такой день, как сегодня. Вот-вот. Как будто дождь пойдет. Ну, вот таким образом я делаю зачистку. Вот. Очень важно завтра еще пройтись металлической щеткой, чтобы нигде ничего не оставалось, потому что потом, если засохнет, уже ничего не сделаешь нормально. Может быть, как-то там нужно болгаркой чистить, говорят, или мой кто-то чистит. Ну вот, приблизительно это так. Может, кто-то по-другому делает. Сейчас вот это с раствором, как бы ложил на раствор, ложил камень, поэтому сразу и делал забетонку. Скажем, туда дальше уже на бетон ложил, поэтому забутовку будем делать, скажем, завтра, послезавтра. Хороший треугольничек. Вот они есть разные треугольнички. Есть поменьше, есть побольше. Но я как бы раньше не доверял побольше треугольничкам как-то. Вот, покупал меньший как бы уголок. А оказывается, что именно вот таким побольше треугольничком очень удобно. Они вот из острых углов стали такие полукруглые. И очень удобно зачищать. Поэтому, кто не знает, вот я советовал бы вот такой брать треугольник. И потом щеточку. Ну и то есть металлическую щетку. Ну и вот щетка, которая она совсем как бы мягкая, ну не совсем мягкая, но мягкая. Ну здесь, конечно, кто как делает. Я иногда пользуюсь и грубой щеткой. Вот для того, чтобы если оно подсохло, оно потом легче все как бы выметается. Ну, каждый человек подстраивает под себя все инструмент, поэтому тут трудно что-то сказать вслух.
нравится именно дикий камень. Он практически, с ним ничего не станется. Это вечно, это уже на постой. И хоть КамАЗом езди, ничего здесь не произойдет. Это нужно прочувствовать, конечно, чтобы строить дом с камня. Дворы вылаживать с камня. Ну вот, окончен день сегодня. Оконченная работа. Вот сегодня делали с камня как бы такую забутовку, площадка вот здесь, как бы дворик маленький, как балкончик. Ну, вот это приблизительно будет вот так, скажем так. Еще забутовка пойдет, то есть с растворчика. А здесь еще просто положенный. Ну, хотя можно и так оставить. Сюда земельки, травка будет расти. Вот на завтра мы еще оставим. То есть оставили работенку, домик вот построили. Ну и вот что я еще хочу сказать. То есть то, что касается светильников. Здесь мы вот сделали. Вот. Очень важно, чтобы это было вот здесь 11 сантиметров. Сколько есть светильник, чтобы он светил как бы на разные направления, было видно. Вот такой как бы заборчик здесь маленький, как бы ограждение. Ну, вот так. Сейчас я еще постараюсь показать другую сторону его. Оливки. Вот такой домик маленький, как бы не совсем что домик, но как бы там баня будет, такая душевая. Вот так с камня будет смотреться. Вот, поэтому ложим. Как он станет, не знаю пока. Вот я думаю, что вот так. Отлично стало. Отлично. Два камушка есть, положим, какие есть. Еще очень важно, чтобы вот этих углов не было, их туда сбивать. Тогда получается работа правильная и хорошая, красиво смотрится, не режет глаза. То есть в основном допускают очень многие мастера ошибки. Не сбивают вот эти углы по кругу. Вот. И потом, конечно, это все очень сильно видно. Куда его сунем, пока не знаю. Если он лезет сюда. Отлично. Все. Конечно, я беру доску, можно брать алюминиевую пиху, можно, но лучше всего тяжелее, чтобы когда бьешь, оно становилось на свои места. Вот сейчас вот заложу мелкими камушками и практически работа готова. Немножко много бетона. Надо еще место оставить для
забутовки, потому что бетон, его так не зачистишь, как раствор, поэтому здесь как бы ошибка моя, ну, как бы и нет ее на самом деле, потому что все это поправимо, исправимо. Ну вот, и здесь готово. Так, что куда мы вставим? Смотрите. Так, поставим. Отлично. Еще, что очень важно, камни, когда ставим, очень важно сдать его в середину, чтобы он не был перекошен, даже если он кривой, но его можно так поставить, что и видно не будет. То есть показываем, вот допустим вот этот камушек, немножко здесь зазор, немножко здесь середина получается. Или вот скажем вот этот немножко как бы перекошен. Но очень важно, чтобы у них была середина, тогда они будут смотреться очень хорошо. Хочу еще один прием показать. То есть после того, как мы выставили вот с одной стороны, доска уже шатается, выставили дикий камень, очень важно посмотреть вот так, чтобы вот здесь был центр. То есть вот сейчас нормально стоит этот камень, эти камни нормально стоят. Вот, видите? То есть нету перекоса. Это очень многие мастера допускают вот эти ошибки. Да, немножко я сделал, чтобы был углом. Вот здесь, конечно, будет заборчик. Поэтому заключение какое? Вот эти ошибки очень важно не допускать. Так же самое и вот здесь, чтобы был центр, чтобы не было перекошена ступенька. Вот. И не важно, насколько он кривой, надо всегда знать, где центр. Когда будет работа смотреться хорошо. Вот что я хотел сказать. Стройте с камня.